Так, мы в Мексике. И мы мексиканцы. Вот она, собственно говоря, место, где была грыжа. А снутри оно выглядит все вот так вот. Вот оно все протерлось. Вы себе просто не представляете, какой кайф катить по вечерней дороге. Вау! Посмотрите, какой красивый закат на Волге. На него можно смотреть вечно. Пару ямочек все равно влетели. Нам еще 30 километров надо проехать. Время получается 10:30 по местному. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, мы наконец-то добрались до парома. Ну, мы вчера ночью добрались. Да, проехали 100, ну почти 140 километров. Сейчас грузимся на паром. Ну, как мы уже погрузили свои велосипеды, сейчас машины заедут, и мы отправимся на тот берег Бережновку. Ой. Здесь уже, кстати, стало московское время, мы въехали в Волгоградскую область. Сейчас по времени, 6 утра загрузка, да, без 7 минут. Вот, 6 утра ровно отправление. Не знаю, где-то минут, наверное, 20 будем идти по воде. Потом часиков, наверное, до 10 будем катить. Потом сделаем большой перерыв, потому что будет опять жара. Нам местные сказали, что вообще жара будет под 50. Не знаю, мне, конечно, мало верится, но смысл выбрать. Я просто не представляю, как под 50 мы будем умирать до Волгограда. До Волгограда останется примерно чуть меньше 200 километров. Ну, в общем, как сегодня будет, мы точно не знаем. Поедем мы либо будем отдыхать. Скорее всего, будем отдыхать в жару, а ночью ехать, наверное, уже нет смысла. Потому что вчера ехалось очень плохо. Фонари нифига не справляются, ничего не видно. В принципе, ни хрена не видно. Едешь просто вот на белый кружок и все ямы собираешь. В общем, мы 10 километров, часа, наверное, 2,5 ехали. Да. В общем, где-то мы с 8 вчера тронулись вечера, и в 11 уже так практически все стемнело. Вот с 8 до 11 летели замечательно, а потом все. Мы во сколько? Легли мы спать в 2 часа ночи. Да, с палатки не разбивали, чисто спальники поставили. И завалились спать, да. Подмерзло немножко, но в целом нормально. Смотрите, что будет дальше. Что будет дальше? После парома заедем в Бережновку. Нужно водой затариться. Сил ехать нет, потому что мы не ели ни вчера вечером, ничего. Вчера мы 60 километров проехали без воды, без еды. Да, и получается, не ели, потому что воды не было, не на чем было приготовить. А сегодня тоже не завтракали, также по той же причине. Вот сейчас набрали воду, будем сейчас доедать рис. Вода, конечно, не самая лучшая. Но у нас... Ощущение такое, что она как-то техническая такая. Да, да. Ну, да. нам сейчас пофигу, что жрать. Вообще пофигу. Так что мы, не знаю, я, наверное, может, сейчас поем и даже спать лягу. Потому что вообще что-то не крутится. В общем, решили мы, наверное, все-таки на 3 дня растянуть эти 200 километров до Волгограда, потому что у нас там не получается к заселению. Нам заселяться нужно приезжать к обеду, а тут, получается, если на 2 дня мы под ночь приедем, а это не очень удобно. Ну и, во-первых, во-вторых, по жаре такой крутить тоже. Лучше по 70-80 максимум километров в день сделать, как раз мы их проедем. Ну, посмотрим, пока так все, это вилами по воде, может быть, сейчас как вдарим 300. Да, ударим по жаре, вдарим. Ладно, будем сейчас завтракать, так сказать. Или поздний ужин, либо ранний завтрак. Это какой-то неправильный завтрак. Время около часу дня, мы затарились и на берегу Волги решили переждать жару. Часиков 7, наверное, будем стартовать вечер, когда чуть попроще станет. Подход к воде есть, я сходил, попытался, по крайней мере, окунуться, но вода прохладная, я так чуть обмылся. И все, сейчас будем обедать и отдыхать. Андрюха в трусах сидит, он попросил его не снимать. Да. Сегодня случилось прозрение. На 17-й день, таская спиннинг в своем велобауле,
Шурик сегодня все-таки решился взять его в руки и спуститься к реке половить рыбу. Пойдемте посмотрим, что из этого получится. Сейчас местный к нам подходил где-то, наверное, минут 40 назад. Рассказывал, как они тут живут. У него, короче, электробайк. Но что-то он мне не особо понравился. Ну что ты, рыбак? Здесь рыбы нет. Это же стадион! Ну что, рыбак, не клюет? К сожалению, сегодня не клюет. Время 6 часов, мы собираемся и сейчас будем выдвигаться. Ветер вроде бы стих. Вот он днем, кстати, очень сильно начался, именно такой вот, получается, встречный боковой, который был все время на нашем пути. Сейчас он стих, и жара немножко спала, и мы потихонечку собираемся и стартуем. Сколько проедем, столько проедем. Сколько проедем, столько проедем, сказал Андрюха. И правильно сказал. Потому что кто он? Папочка! Какой папочка? Я тут папочка. Да ладно! Доброе утро. Доброе утро. Сегодня 18 мая. Сегодня предпоследний день нашего велопутешествия. К сожалению, это так. Вчера мы после перекура, скажем так, проехали 30 километров. В общем, не стали возле Волги останавливаться, решили в Сосновом Бору остановиться. Тут такой помесь бульдог с носорогом. Вроде бы и сосна, и вроде с другой стороны какая-то лиственница. Вот, в общем, сегодня у нас по плану проехать километров 80, наверное, за весь день и оставить на завтрашний день 40. Ну да, въехать в Волгоград, уже к обеду ближе заселиться. Ну, это по плану, как пойдет, мы же не знаем. Вот, сегодня мне не давали спать птицы, они всю ночь какие-то тут и трещат, и свистят, и совы, филины, кто тут только вообще. Тут вообще пипец. Возле палатки какая-то курица бегала непонятно, то ли тетерев, то ли фазан, задолбали. То ли куропатка. В общем, интересно было спать. Но в целом выспались нормально. Сейчас поедем, ну, пока жары нет особой. Это прокатим, сколько прокатим. Ну да, ветер уже поднялся, но пока такой еще вроде более-менее терпимый. Там, не знаю, может, часиков до 11 докрутим. Вот, потом опять будет большой перерыв, часов, наверное, до 5, до 6. И еще 40-нчик, может, накрутим. Ну да. Ну, сегодня, может быть, пораньше выйдем. Вчера мы выехали в 6, в начале 7, сегодня, может быть, в 5 попробуем. Ну да, сегодня надо пораньше, хотя бы на часочек. Чтобы больше захватить. Потому что я да, думаю, больше что мы захватить, сейчас лучше километраж побольше. Лучше просидеть по жаре, по этой вот с 11 уже начинать печь. В общем, посмотрим. Мы поехали. Заехали на заправку, перекусили хот-догами, купили водички, попили кофейку и отправляемся дальше. Сегодня обещают плюс 36, опять жара невыносимая. Так что сегодня будет не легче, это точно, а может быть и сложнее будет. Решили съехать в деревню. Ну как решили? Андрей Анатольевич настоял. Ну, собственно говоря, вот там 3 дома. О магазине там мечтать не приходится. Тенек мы там навряд ли найдем, потому что там степи. Сейчас ну, если дома заброшенные, то можно где-нибудь под домом. Что под домом? Сбоку дома. Без воды? Тень-то Что там будешь делать без воды? Да обратно будем возвращаться, значит, все 5 километров. Вода есть, но мало. Ну и что мало? Сейчас она у тебя за час уйдет. Полторашка целая. И Ну, мало. Если бы воды хотя бы набрать, уже бы хорошо было здесь. посмотрим. Был указатель 5 километров, что тут деревня,
Ну, мы думали, магазинчик какой-то есть, затаримся, посидим у воды. А тут деревня полностью заброшенная, за исключением 2 домов. Хорошо, в одном из этих домов были люди, мы набрали там водички, а так деревня полностью заброшенная. Ничего нету живого. Даже электричества нет, водопровода нет. В общем, жизни здесь больше нет. Столбы электрические вроде бы есть, вот здесь, но проводов на них нет, давно электричества здесь нет. Вот этот дом, это здание школы, как нам тут вот местный сказал. Там уже рухнула стена, в общем, небезопасно туда заходить. Ну вот все, что осталось. А место такое красивое, правда, степи, ветер гуляет. Самое здание школы, сейчас я к нему подойду, посмотрю, что там внутри. Ну вот, а мимо проходим, мимо сгоревшего какого-то дома. Это вот местный нам как раз говорил, что тут какой-то дом сгорел. Судя по всему, вот этот имелся в виду. Да, полностью все выгорело. Я так думаю, что в школе ничего там интересного не будет, потому что местный сказал, что вроде бы там как-то же и полы-то все сгнили. Так, вот мы заходим в здание. Да, когда-то здесь учились дети. Так, с полами, я думаю, можно поаккуратней. Все провисается, очень нужно быть аккуратным. Но тут, наверное, смотреть особо нечего. Все понятно. Но я все-таки залез вовнутрь. Вот здесь, судя по всему, какая-то печь была. Классы были. Я очень аккуратно иду по полам, потому что они, возможно, рухнут сейчас. Здесь еще один вход. Ну, вот картинка из старого учебника, из какого-то. Очень аккуратно нужно быть с полами. Ну, собственно говоря, тут доска. Тоже был небольшой класс. Совсем получается маленький. Тут буквально, наверное, 4-5 парт помещалось. Там сверху осиное гнездо, судя по всему, старое. А, нет, не осиное, это ласточкино гнездо. И вот здесь вот, и вот здесь. Стены выполнены из какой-то соломы, глины, я так понимаю. В общем, все разваливается и обито деревом. Вот так вот учились раньше. Я думаю, и сейчас до сих пор учатся. Повсюду гнезда ласточкины. В итоге у Волги нас спасать не получилось. Заехали обратно в эту школу заброшенную. Но решили здесь сейчас сварим супер рецепт по старому, старинному, секретному рецепту макароны. Называется макароны-белянка. А почему белянка? Потому что там кроме макароны воды там ничего не присутствует в приготовлении. Соль Поэтому, и вода. Поэтому и белянка. Макароны-белянка. Но на самом деле там обрыв очень длинный, там и вправо, и влево, хрен знает сколько. Обваливается, и вода там метров, наверное, на 30. Вся глинистая. Да, песочная такая коричневая. И потом только начинается нормально. В общем, подхода к воде вообще никакого нет. Короче, мы здесь сейчас поедим, может, поваляемся часик на траве вон там и поедем. Потому что что тут тусоваться без еды особо-то желания нет. Да еще, кстати, крыша может рухнуть с минуты на минуту. Да, и дверь на замке, которую Шурик пытался открыть. Да, я с той стороны ее пытался открыть, она оказывается закрыта здесь. В общем, как-то так пока. Немного перекусив, попили чайку, кофейку и отправились дальше в путь. В этих местах настолько сильный ветер, что порой не слышно было, что мы говорим друг другу, там, хотя стояли на расстоянии 2 метров. Валер! О, 78! Мы стали около дороги, буквально вот на 20 метрах, и здесь вот такая штука. Похоже на чье-то гнездо, я что-то очкую к нему подходить, естественно. На палатке больше ставить негде, тут все как бы поля, степи, тут даже деревьев нет, тут в кустах каких-то поставились.
Это гнездо дохлого зайца. Или лисы, который ты сегодня видел. Лиса уже не придет домой. Ну, поэтому дом пуст и заброшен. Проехали сегодня, наверное, порядка, может, 80-85 километров. До Волгограда нам, не знаю, сколько там, километров 60, наверное, до самого Волгограда. Ну, примерно, может, даже поменьше. Нет, до Волжска примерно где-то километров 50. Ну, я До тоже там Волгограда километров где-то 15. километров 60. Ну, там мост, если имеется в виду этот курган, то вот это там, какой-то там фонтан. Ну, короче, плюс 25 от Волжска примерно. Ну да. Завтра будем в Волгограде, уже погода что-то под вечер испортилась, даже стало прохладненько немножко. Ветер встречный так и не угас, к сожалению, даже к вечеру. Мы рассчитывали, что он прекратится, но он не прекратился. О, а я придумал, Андрюх, ты, короче, можешь вот этот парус брать, когда ветер в спину. На велике, привязывать его, и знаешь, как шпарить будешь. О, мама, не горюй будет. Галоперидол. Галоперидол, да. Ладно, Смотри, буду щас я разбираться. парус натяну. Давай, мачту. И вот так вот, и садишься на велик, и вот так берешь. И прям вот так вот. Да, все, и пошел. Я всех сделаю! Фура едет, смотришь в зеркала, не поймет. Лодка на трассе. Яхта идет. Ой, ладно, будем ставить лагерь.